역시 오늘 두 분 커플이네요. 마스크. Аэропорт, который с самого утра был заполнен морем фанатов, наконец-то стал свидетелем долгожданного момента. После завершения своих зарубежных гастролей и нескольких насыщенных дней, проведенных за различными мероприятиями, Тэхён, Джин и Чингук наконец-то благополучно вернулись в Южную Корею. Новости об их возвращении быстро распространились. Фотографии из аэропорта начали появляться в социальных сетях. Короткое видео, на котором они втроем идут рядом, мгновенно стало горячей темой. Не только потому, что они, как обычно, выглядели привлекательно, но и потому, что в том, как они заботились друг о друге во время долгого путешествия, чувствовалась какая-то теплота. С самого утра фанаты ждали новостей об их рейсе. Некоторые даже постоянно обновляли информацию о рейсе, считая часы. Для многих возвращение участников всегда было успокаивающим моментом. Потому что после долгого путешествия и утомительного графика не было ничего более приятного, чем знать, что они благополучно прибыли. И этот день наконец настал. Когда открылись ворота прилета и 3 участника BTS начали выходить, атмосфера мгновенно изменилась. Джин шел со своим обычным расслабленным выражением лица. Его лицо выглядело спокойным, он изредка улыбался сотрудникам. Рядом с ним стоял Чингук, одетый в простую одежду, но все равно привлекший всеобщее внимание. Тем временем Тэхён прошел в нескольких шагах от них, излучая спокойствие, которое всегда трудно было описать. Им не нужно было ничего делать, чтобы привлечь внимание. Одного их присутствия было достаточно, чтобы вся обстановка изменилась. Но больше всего в тот день обсуждали не их одежду или аксессуары, а небольшие взаимодействия, произошедшие во время поездки домой. Простое взаимодействие, которое заставляло многих фанатов улыбаться весь день. Долгая поездка обычно утомляет любого, особенно айдолов, которым приходится переезжать из страны в страну, при этом имея плотный график. Но, как ни странно, атмосфера между Тэхёном, Джином и Чингуком выглядела расслабленной, как будто они наслаждались поездкой домой с семьей. Некоторые из сотрудников, находившихся рядом с ними, даже несколько раз смеялись. И фанаты быстро поняли почему. Оказалось, что Джин в тот день был в своем самом озорном настроении. Все началось, когда они еще находились в зале ожидания аэропорта перед вылетом домой. По слухам, циркулирующим среди персонала, Джин несколько раз пытался потревожить Чингука, который пытался отдохнуть. Когда Чингук закрыл глаза и попытался вздремнуть, Джин тихо подошел и тихо сказал: «Чингук, если ты сейчас поспит, когда приедешь? В Корее ты все еще будешь в другой стране». Чингук, полусонный, тут же открыл глаза с растерянным выражением лица. Через несколько секунд он понял, что Джин шутит. Тэхён, увидев это, просто рассмеялся, покачав головой. Но Джин на этом не остановился. Через несколько минут, когда Чингук уже начал засыпать, Джин вернулся и прошептал: «Самолет прибыл». Чингук тут же проснулся и посмотрел в окно. Хотя самолет еще даже не взлетел, Тэхён так сильно рассмеялся, что ему пришлось закрыть лицо руками. А Чингук просто смотрел на Джина с обреченным выражением лица, отчего все вокруг рассмеялись еще больше. Такова была атмосфера их поездки, расслабленная, теплая и полная тихого смеха, которая сделала долгую поездку намного легче. Но за всеми шутками были и такие милые моменты. Моменты, которые заставили многих фанатов снова осознать, насколько близки их отношения. В середине долгого полета большинство пассажиров пытались отдохнуть. Свет в салоне начал приглушаться. Атмосфера становилась спокойнее. И тут мы увидели простую картину. Так трогательно, что Чингук, выглядевший уставшим, наконец-то заснул первым. Его голова чуть несколько раз не упала, потому что сидеть было неудобно. Тэхён, сидевший неподалеку, заметил это. Не устраивая суеты, он просто помог передвинуть дорожную подушку, чтобы Чингук мог спать удобнее. Ни слов, ни больших жестов. Просто небольшие проявления внимания, которые происходили естественно. Внимание, которое многие могли бы и не заметить, если бы не обратили на него пристального внимания.
Именно из-за своей простоты этот момент показался таким трогательным. Джин, ставший свидетелем происшествия, улыбнулся, а затем в шутку прошептал сотрудникам: «Видите ли, я на самом деле в романтическом путешествии». Эта фраза тут же рассмешила многих. Потому что действительно, на протяжении многих лет Джин всегда был тем, кто быстрее всех замечал атмосферу вокруг участников группы и еще быстрее делал ее предметом шуток. Когда самолет наконец начал приближаться к Южной Корее, атмосфера постепенно изменилась. Усталость все еще присутствовала, но счастье возвращения домой было ясно видно на их лицах. Неважно, сколько стран они посетили, неважно, на какой грандиозной сцене они выступали, всегда есть что-то особенное в возвращении домой. А для Тэхёна, Джина и Чингука Корея – это место, где хранится так много воспоминаний их жизни. Место, где они выросли, место, где они ссорились, место, где они плакали и смеялись вместе годами. Возможно, поэтому их улыбки выглядели немного иначе, когда самолет начал приземляться. Было чувство облегчения, которое невозможно было скрыть. Было чувство спокойствия, которое появляется только тогда, когда человек наконец возвращается в место, которое ему наиболее знакомо. После благополучного прибытия и завершив все процедуры прибытия, все трое вышли вместе. Никакой излишней роскоши, никакого фальшивого поведения. Просто три друга, только что закончившие долгое путешествие и возвращавшиеся домой. И как раз когда они шли к ожидающему их автомобилю, снова произошел забавный случай. Джин, непринужденно разговаривавший, на мгновение заблудился и чуть не выехал на встречную полосу. Сотрудники тут же позвали его. Увидев это, Чингук не смог сдержать смех, а Тэхён даже наклонился, потому что смеялся слишком сильно. Джин лишь смущенно улыбнулся и сказал: «Я просто хотел убедиться, что другая дорога безопасна». Эта фраза тут же рассмешила всех. И, как обычно, Джину удалось превратить небольшую ошибку в комедию, которая всех развлекла. К вечеру, когда фотографии их возвращения начали заполнять интернет, фанаты говорили не только об их внешности, но и о теплой атмосфере, царившей между ними тремя. Потому что после всего долгого путешествия и всей суеты, через которую они прошли, одно осталось неизменным – то, как они заботятся друг о друге, как они смеются вместе, как они заботятся друг о друге. Чтобы никто не чувствовал себя одиноким. И, возможно, именно поэтому их так много любят. Не только из-за их необыкновенного таланта, не только из-за их потрясающих достижений, но и потому, что они всегда демонстрируют смысл искренней дружбы. В тот день Тэхён, Джин и Чингук благополучно вернулись в Корею. Они привезли домой усталость от долгого путешествия, новые воспоминания о стране, которую только что посетили. Но самое главное, они привезли домой те же улыбки, которые всегда дарили радость миллионам людей. В машине, которая отвезла их из аэропорта, атмосфера все еще была наполнена тихим смехом. Джин рассказывал шутки, которые, возможно, даже не имели смысла. Чингук смеялся, прикрывая лицо руками. Тэхён время от времени добавлял комментарии, которые делали атмосферу еще более оживленной. И на мгновение они перестали быть мировыми звездами, известными миллионам людей. Они были просто тремя людьми, наслаждающимися путешествием домой вместе. Три друга, которые были счастливы, потому что наконец-то вернулись домой. И когда солнце медленно садилось в южнокорейском небе, поездка закончилась самым прекрасным образом. Не в свете прожекторов, не на большой сцене, а с благодарностью за то, что они благополучно прибыли. С смехом, который все еще оставался между ними, с неизменным теплом и с простыми историями, которые однажды станут сладкими воспоминаниями, которые будут храниться вместе. В конце концов, возможно, небольшие концерты, не грандиозные награды и не внимание миллионов камер дольше всего останутся в сердцах фанатов, а простые моменты, подобные этому. Момент, когда Тэхён, Джин и Чингук благополучно вернулись в Корею после долгого путешествия. Момент, когда они смеялись вместе без всяких забот, заботясь друг о друге без лишних слов и показывая, что отношения, которые строились годами, остаются такими же теплыми, как и прежде. За всеми их успехами стоит дружба, которая продолжает расти. Чувство заботы никогда не исчезает.
и есть единство, благодаря которому каждая поездка всегда ощущается как возвращение домой. Этот день может быть просто еще одним обычным днем в календаре, но для многих это напоминание о том, что счастье часто приходит в самых простых формах: искренняя улыбка, свободный смех и единение, которое не нуждается в объяснении словами. Спасибо, что были с нами до конца этой истории. Не забывайте продолжать дарить любовь и поддержку Тэхёну, Джину и Чингуку на каждом этапе их пути, потому что самые прекрасные. Эта история не о разлуке, а о тех, кто всегда находит путь друг к другу. Увидимся в следующей истории. И как всегда, пусть ваш день будет наполнен тем же счастьем, теплом и милыми улыбками, которыми сегодня поделились с миром Тэхён, Джин и Чингук. Never sleep, never stop.